Приветствую, друзья! Вы на канале BZ Agro. Сегодня вы смотрите нашу вторую часть выпуска, где мы уехали на поле, где нам представляли технологию, показывали в сравнении, как они выглядят, классическая обработка и технология Мзури. Мы видели, как разрастается пшеница, как разрастается репак. Смотрите, ребята, особенно фермера, которые в теме, которые знают, о чем мы говорим. Ваше мнение нам очень важно, чтобы понимать, мы хотим продвигать эту технологию. Мы пока еще не фермера, мы планируем и обязательно сами попробуем. Так что обязательно большой палец вверх, обязательно подписка на канал и всем спасибо. Так, друзья, сейчас мы на этом же исследовательском центре пришли на поля, и нам человек расскажет 3 технологии обработки почвы. Здесь есть обычная, это просто оранка. Дальше вторая технология — это обработка дисковой бороной. И третья технология именно Мзури. И сейчас вот нам человек все покажет и расскажет разницу, в чем же разница, в чем же такая стает популярная, известная, почему это набирает очень больших оборотов в агромире. Dzisiaj, bo to od jakiej technologii możemy zacząć? Od zwykłej. Od zwykłej, tak. Zaczynamy od zwykłej technologii odnowej. Сейчас проверяем пшеницу по разным технологиям посева. Dokładnie. Это у нас стандартная технология. И Dokładnie, to jest szane siewnikiem pronto. Siewnik Horsch. Хорш Пронто, да? Dokładnie. Здесь посеял Хорш Пронто и показывает, как. I tutaj możemy Wschodzie teraz parę. zauważyć, powiedzmy, o rozwój systemu. Jak możesz, to najbardziej nam tak wytłumacz, bo my nie jesteśmy rolnicy, wiesz? Tak. Uproszczona, no to może być stricte niekoniecznie, bo to jest prawa płacowa. To po prostu prawo uproszczone jest. Chcecie zauważyć, że tutaj jeszcze są resztki pożniwne, No widać. tak, które tu zostają, bo tutaj są akurat łodygi po rzepaku, tak, które się rozkładają. Первый вариант — это у нас обычная стандартная технология посева после оранки. То есть был засеян репак, потом прошлись плугом и сразу же посеяли пшеницу. Междурядье 12 сантиметров, видите, здесь нету остатков. Вторая технология, сразу же у них здесь на полях показана, это технология, когда поля просто был тоже засеян репак, прошлись дисковой бороной и посеяли сразу же тоже пшеницу. И здесь видно уже, видите, остатки, да, остатки репака, которые держат влагу, закрывают, да, потому что есть эти остатки. И третья технология, сейчас покажем, как сеять Мзури. То есть, когда не обрабатывается почва ничем, сразу же после скоса репака, после сбора урожая, заезжает Мзури протил, сеялка, и засеет эти поля. И сейчас мы сравниваем 3 разных технологии и показываем, как это все происходит вот вместе. А тут уже работала стрелка Мзури Да. с их технологией. Да. Вот даже для сравнения, покажи вот эти ряды и вот эти. На Мзури мы видим, что пшеница на сантиметра 4-5 выше, чем на всех остальных технологиях посева. Почему-то технология Мзури очень хорошо поле держит влагу. Чем больше влаги, тем лучше растет культура. Потому что оставляются остатки вот эти. И остатки да. держат влагу. Да, остатки Dodatkowo. держат влагу. Jeśli chodzi o technologię naszego wysiewu, tak, no to tutaj teraz możemy zobaczyć, że pomaga nam to w przyzimowaniu. I trzyma wodę też. To jedna sprawa, a druga sprawa, tak, jeżeli przekonamy
В чем разница при технологии этой посева? Вот мы видим рядок, да, где посеяла Мзури, сеялка Мзури. Мы видим, что, например, междурядье вот это сделано вот таким, как бы, не знаю, как правильно это сказать, как таким горбом. И как объясняет человек, что при морозах и много снега это очень хорошо, потому что снег заполняет вот эти рядки, где посеяна пшеница, и дает очень хорошие условия для того, чтобы перезимовала эта пшеница в хорошей влажности и в хороших условиях. А, например, вот при обычном посеве там нету таких рядков, и получается, что не хватает влажности, когда идет весна и когда начинается фаза роста этой пшеницы. Это обгоняет на 2-3 недели рост обычного посева, потому что с зимы здесь сохранилась очень-очень хорошая влага. Когда все хотят, чтобы был дождь и чтобы хорошо сходили культуры, а дождя, как обычно, нету, то эта технология еще больше начинает расти, потому что очень-очень-очень много влаги сохраняется в этих рядках, в отличие от той технологии. Не знаю, правильно ли я вам объяснил, я думаю, что люди, которые занимаются, поймут. Я сам не агроном, но в принципе смысл этого всего понимаю, как это работает. Вот так вот. Это есть посев, традиционный обычный посев. И здесь показывают, вот как wyglądają корни pszenicy. I wbrew pozorom, tutaj jeśli chodzi o porażenie chorób, chociażby tutaj zwykłego boczniaka czy jakiejś septoriozy, nie jest wcale większy, niż by się wydawało tutaj, jeśli chodzi o uprawę. Можно одразу przetłumaczę. Może coś Говорит человек, что многие, кто не разбирается, говорят, что если сеять мзури и остаются остатки, то очень много болезней из-за того, что, короче, гумус, да, делается, или как, гниют вот эти остатки, очень много болезней переносится на эту пшеницу. Он говорит, что это все неправда. To są te dżdżownice, o których mówiliśmy, tak? I teraz zobaczcie, ja tutaj niby głęboko nie przekopałem. W systemie korzeniowym one wszędzie są. Wszędzie. Wszędzie są. Что засеянном мзури копнули здесь, и здесь есть везде червяки. Почему это хорошо? Потому что они делают отверстия в земле, кислородом наполняют растения, поведшим, да, азотом наполняют растения, и с помощью этого происходит большое... Gołym okiem widać, przecież tam kopaliśmy nawet, bo jeszcze specjalnie chciałem wam pokazać, że tam nie ma tej Да, dżdżownicy. там не было вообще червей на обычном посеве, а здесь вот есть. Dokładnie, tutaj jeszcze dla tego porównania to możemy zobaczyć. Tam nie było tego problemu, bo te rośliny normalnie uchodzą, bo one są tylko lekko ukorzenione, tak? To są te, to są już nowe odrosty, na przykład te, które są w tym roku, tak? Czy na wiosnę. То есть Widać już, że wegetacja rusza, tak? Bo są nowe przyrosty korzeni, także gleba się ociepla. Здесь вегетация уже началась, и вот начались корни, но при обычном посеве вот очень-очень слабо разрастается корень самой пшеницы. А здесь показывается, как сделано, да, для сравнения, как при посеве, какой огромный корень, какой он мощный, и как он разрастается широко. Dokładnie, dla porównania, zobaczcie, wszędzie są dżdżownice, to jest niesamowity widok. I teraz zobaczcie, jakie tutaj mamy już przyrosty Ile korzeni jest, tak, ile jest korzeni. Да, очень сильно разрастается корневая система при этом посеве. Очень сильно. Если для сравнения даже, то в этом корне оно бы заканчивалось здесь, а не здесь. Да. Dokładnie i teraz ta roślina, ona jest lepiej przystosowana do przezimowania, ona lepiej sobie radzi w tych trudnych warunkach, dlatego że Głęboko jest. dokładnie, kiedy już nie będzie padać, tak? Będą takie okresy. Tam ma bardzo kiepski system korzeniowy i co? Powiedzmy 10 cm bez powierzchni gleby, ona już nie będzie padać, będzie sucho i po prostu odmara. A ta jest w stanie czerpać jeszcze wodę przez najbliższy tydzień bądź dwa, tak? Z głębszych warstw tej gleby. Także to jest kolejna korzyść, która wynika, czy tutaj przemawia za uprawą Mzuri Protil. Także zobaczcie, jeśli chodzi też o rozgałęzienia. Jak rozgalуживается корень. Wszędzie, ale wszędzie są dżdżownice, nawet tutaj, zobaczcie. Nawet tutaj, zobaczcie, jak ona jest rozgałęziona, no się rozgałęziła. Bardzo szeroko jest rozgałęziona. Dokładnie, ile ona ma tutaj rozgałęzi, zobaczcie. To są. Tutaj to nawet jeszcze można. Да, насколько сильно разрастается корень при наутиле при посеве. Jaka to jest dorodna roślina, załóżmy w porównaniu z tą Da. rośliną. Bo tutaj jedna mamy obычная akurat посадка. 4. Tutaj mamy też ile? Tak, tutaj też mamy 3 rośliny, zobaczcie.
nawet jeśli chodzi tutaj o grubość. Te są cienkie i wiotkie. Да, эти тонкие и ломаются, а A то te грубо. tutaj mamy ich może mniej, ale są grube, dorodne, tak? I tak Ну, моцно, можно так mocne, powiedzieć. dokładnie. I teraz przy niedoborze opadów, to co ta pszenica zrobi z tymi Ona tutaj po odrobami? prostu Odrzuci to, tak? odrzuci, I zostanie jeden główny z klonem tam nie przypadnie. Да, помним. Он говорит, что когда вот есть две обычный посев и ноутил, при обычном посеве корень врастается вот на такую вот длину, да, например, и когда идет засуха, нету дождей, он моментально там до конца, когда уже вырастет пшеница, останется только один паросток, например, потому что все остальное засохнет. А по сравнению от Мзури корень очень-очень глубоко сидит в земле и очень много есть влаги для того, чтобы во времена засухи она могла спокойно себе питать влагу, да. То есть сравните просто корни растений по толщине вот этой, где посеяна Мзури, и корни обычной, то есть они тонкие и ламкие. В Мзури, может, даже да, если будет здесь меньше, очень грубые, но да. они будут покрепче. Вот, короче, вот так вот, друзья. O, tak, zobaczcie. Będziemy sami już skoro prowadzić może. A tutaj jaki odstęp jest między Bo tu są dwa rządki między 12 co 12 cm i 24 cm jest od Między rzędami. Dokładnie. między 24 сантиметра между рядами и 12 сантиметров jednym rzędem. Także jest І в ogóle to fajniejsze jakoś wygląda nawet. Tak, nawet ładniej, tak, nawet ładne, ładniej to poustawiane, wygląda nie? wizualnie, dokładnie, także Удобрения вносятся под корень на 25 сантиметров. И сразу же при посеве это делается и стимулирует рост самой культуры. А при обычной технологии вам нужно погодные условия для того, чтобы разбросать разбрасывателем удобрения. Это нужно, чтобы была влажность, чтобы был дождь. Сколько нужно времени потратить на то, чтобы разбросать эти удобрения по полю. И потом еще определенные условия погоды для того, чтобы пошел процесс уже расщепления самих удобрений. В смысле, еще техника Да. добавилась. i też o kolejnym ważnym Большая экономия времени, денег и труда, потому что при обычном посеве нужно 60 литров соляры для того, чтобы обработать гектар поля, а при посеве ноутил 15 литров соляры на 1 гектар. Вы чувствуете разницу, 45 литров на гектаре. Вы представьте, если у вас там, я не знаю, 1000, 2, 3, 10 тысяч гектар, какая-то экономия времени, труда, людей. Это просто нереально крутая технология. Поэтому напишите в комментариях, кто занимается, кто сеет обычной технологией, кто сеет по наутилу, реально ли это так, какие вопросы, может, есть у вас, задавайте. Марик ответит на эти вопросы в комментариях, потому что нам очень интересно это. Еще не началась полная система вегетации, потому что еще весна только началась и не очень тепло, но как только сейчас начнется температура подниматься там 10 градусов каждый день, 10 градусов, 9 градусов Цельсия, то рост этого посева наутила будет превышать не 5 уже сантиметров над обычным посевом, а целых 10-15 сантиметров, потому что сейчас оно еще в таком спящем режиме, можно сказать, только-только начинается. Посевы репака, как уже полным ходом растет репак у них. Да. tak i będzie. Смотрите, какая красивая корневая система. На что можем уже обратить внимание, это черви, которые удобряют почву. Почему, например, здесь есть черви, а там нету? Бо то есть глибоко початок.
Послушайте, здесь они есть, а там нету, потому что когда мы переворачиваем землю плугом, мы их уничтожаем. И здесь речь идет о том, что он живет в своих натуральных условиях. Мы их не тревожим, даже потому что работаем с узкорядностью, и они остаются в тех рядах, которые мы даже не трогаем. И, соответственно, удобрения создают им правильные условия для жизни. То есть их классическая технология обработки уничтожает, правильно? Да, именно так. У нас тут нет, правда, классической технологии орения, чтобы сравнить. Но посмотрите, какая здесь корневая система, как она развита. Она здесь немного оборвалась. Мы взяли слишком маленькую лопату, но корень идет еще глубже. Смотрите, сколько здесь червей. Они навоздушивают почву кислородом. Как раз это я имел в виду. Удобряя землю, мы создаем червяку благоприятные условия для жизни. Посмотрите, как здесь правильно развит ствол растений. Он уже начинает множественно разрастаться. Сами видите. Зимой он должен быть около 1 сантиметра над почвой. И здесь он тоже больше. Вот можно наблюдать рост. Посмотрите также, сколько листьев у этого растения. В теории зимой он должен уже сбросить старые листья. Но как видно, он этого не сделал. У него так оптимальные условия для роста, что листья остались. Нету никаких болезней, и это видно по растению. Że te liście tutaj zostały. Nie ma też, nie można zaobserwować porażenia bezwzględnymi chorobami, bo zobaczcie, że drzewa tutaj jest ładnie bez jakichkolwiek tych. И теперь, для стандартной обработки почвы корень репака должен иметь около 1 сантиметра в диаметре. Так посмотрите, в нашем видно около 2-3. Я с уверенностью скажу, что это очень хороший результат. No proszę was, tak? Pozagituję drzewa, tak? Będzie wyglądał. И еще посмотрите, какая структура растений. Посмотрите, как сама почва увлажнена и как развит корень, как в длину, так и в сторону. Это неземной показатель, так сказать. И это, собственно, плюсы нашей технологии Missouri Pro Till. Lepiej go widać, tak. To zobaczcie, jakie są tutaj, jakie są ruchowe na boki, wyobraźcie sobie, że jak on tutaj jest urwany, przecież to jest taki. Даже несмотря на все остальные растения, на их форму, рядность и развитие, такому росту способствует кислород, который получают растения при нашей технологии. Плюс еще черви, которые создают каналы для кислорода и влаги. Это и есть идеальные условия для правильного роста растений. Еще раз подытожим. Идеальный корень, который не пострадал в зимнюю пору, и никаких болезней. Еще большим плюсом то, что он отлично перезимовал и так развивался в условиях мороза, хоть и небольшого. Zimowanie samo już może... To już jest plus, że on po prostu mógł się tak dłużej przed tą zimą po prostu rozbudować, tak? Żeby już tak Потому что были созданы хорошие условия? Да, именно так. Предположим, что у меня есть хозяйство, на котором мы практикуем классическую обработку, то там этот репак наполовину меньше в размере. Jest bardzo dobry repak. Репак очень хорош. Я не сильно разбираюсь пока что, но это видно. I co tutaj jeszcze można powiedzieć? Tak, że zobaczcie, mamy porażenie. Że kupujcie Missouri Pro Till i No to trzeba najprościej, tak, trzeba kupować. Покупайте технологию Missouri Pro Till. Пробуйте на своих полях, на своем опыте. Нужно приехать к нам, мы вам все покажем. Вот, обращайтесь к ребятам, они вам помогут, расскажут и вместе приезжайте. На нашей земле сами все увидите. Можем также организовать экскурсию для большего количества людей. Ну это тоже обращайтесь к ребятам, все организуем. No to mówi samo za siebie, tak? Можем Tutaj nie trzeba, организовать, друзья, tutaj приехать nie, сюда. tak, tutaj nie Всё trzeba wielu показать. argumentów. Вообще в лучшем виде. Гостеприимно, в ресторан и потом на поле. Dokładnie, tutaj nie trzeba wielu argumentów używać, bo Самый практичный метод это приехать, увидеть, купить и проверить. Nawet nie mają śledzów. dokładnie, Tak, także widzimy, że... gdzie u nas na przykład te warunki są trudniejsze. У нас, например, условия немного тяжелее, чем у вас. Украина знаменита своей качественной почвой. И если ваш потенциал соединить с нашей технологией, то можно будет купаться в диамантах или в золоте. Bo ja nie wiem, jak to inaczej można by było tutaj powiedzieć. Dokładnie powiedzieć. Очень интересно для нас, прям захватывает дух реально. Dokładnie. Tutaj Так wszystko- что приедем сюда, все, кто хочет, собираем банду, приезжаем tak, musicie przyjechać w trakcie, jak и видите ciepło. все на свои глаза. Dokładnie. Jak Так что, когда будет потеплее, приезжайте, увидите изменения. Приглашаю вас. Спасибо вам.
byśmy musieli tak jak mamy to, nasze pole będzie tam, że tam. А вот, друзья, обычный традиционный посев репака. Вот посмотрите просто разницу. Какие вот окна просто есть не засеянные, как неравномерно это все сходит. Были только что на том поле, показывали вам репак, а сейчас проезжаем поле соседа, где традиционным посевом все посеяно. Просто, ну, на вид разница колоссальная. Даже для человека, который не занимался никогда аграрным бизнесом. Здесь посеяно, там не посеяно, там окна вообще, ну, пропускает. И насколько густо посеян, просто вот такими вот кустами. Где-то кустами прям, где-то вообще как бы очень редко, ну, неравномерно все сделано. А там, где вот холмы такие, вот вообще не посадил репак. Вообще не посадил репак. Друзья, сейчас мы заехали к Мареку на его площадку. Он является официальным дилером класса. Здесь мы видим уже проданные сеялки Мзури, которые готовы стоять для клиентов. Вот там тоже вот много уже стоит сеялок Мзури. И сейчас пройдемся просто по площадке, покажем, что у него здесь есть. Тонувки, так стоят, что у Жоаны даже. To panie, to są komajny. Вот там, друзья, были 4-метровые Мзури. А вот это максимальная ширина захвата 6-метровый Мзури. Это уже трактор 400, даже 500 лошадей. 500 лошадей. Пенсет поймнощі пошабно, не? Да. Пенсет 500 лошадей, может даже больше, Ну, чтобы 400, тянуть так? такой агрегат. Да. Zależy jeszcze jaka gleba, bo Да, jeżeli masz... да, еще зависит все от почвы. Вот сюда пройдем. 400 może być problem. Видим. 6-метровый агрегат.